у нас 7 часов. Понедельник, иду на работу. Как я уже показывал, моя работа, вот она. А иногда 2 часа приходится добираться. Ну вот, вроде работаем с 7, а никого еще нету. Приходит в 7:10. Пока начнем, получается 7:30. Такое. Заканчивается моя крыша. Буду скучать за ней. Еще весь фасад делать. Осталось эту голубятню доделать. Это такая работенка. Нехилая. Но я должен залезть в эту дырку. Окей. Так. Не, наверное, тут. Да, тут поудобнее. Моя дыра. О, залез я. Это такая квартирка в таком состоянии. Все это надо будет делать. Здесь пол прогнил. Ну как, не совсем-то прогнил. Теперь его укрепить. Все это зальется бетоном. Но прежде чем оно зальется, видите, такой пол. Опять же, ему черт знает сколько лет. Стоят балки вот такие. И вот эти вот перемычки держат его. Но они все уже ненадежные. Сюда поставится решетка металлическая. И все зальется бетоном. Не знаю, они эту клеенку положили. Я боюсь, что может конденсат получаться. Но здесь архитекторы, эти геометры. Я делаю то, что мне говорят. Вот так вот. И еще и книги лежат. Нахер они тут нужны? Ну вот получается, вроде бы все умеешь, все знаешь, а на каждой работе что-то постоянно новое. Ну, такую фигню я делаю первый раз в жизни. Ну, в общем-то, ничего такого, что дырки и закрутить болты. Но, тем не менее, мне сказали, ничего не сверлить, сразу оно должно зайти шуруповертом закрутить. Ни хрена оно не крутится. Мне легче бы я насверлил дырки и так быстрее и проще, потому что, не дай бог, оно так руку, кисть выворачивает, что можно потом месяц сидеть на больничном, а кто мне его оплатит. Ну и, блин, вот это я говорю, меня задалбливает, что я все время один. Вот следующую комнату делал уже чувак. Они уже вдвоем с помощником делают. Почему я должен все время, бляха-муха, один все это колупать? Сегодня, кстати, вам расскажу, какие истории вот именно на работах происходят. Опять же напомню, что я тут 20 лет и поменял кучу всяких работ, бригад, людей, с разными работал. Поэтому для меня, говорю, что важно не столько работа, и иногда мне действительно лучше от самому, сколько вот этот вот коллектив. Начинаются всякие вещи, которые вот я сегодня расскажу, которые просто меня, например, бесят. Может, кто-то умеет закрывать глаза на это, но я всегда настолько за справедливость, что меня это раздражает. Даже есть такая хитрость, можно чуть-чуть в мыло суете, и оно уже идет легче. А вот если она, сука, не досверлишь нормально, он не заходит болт. Слабенький чуть-чуть. Ну и вот, я его вывернул. Все умные говорят, надо что-то помощнее. Помощнее вот что происходит. Такая хрень. Делаем другую дырку. Все.
Вот в каждом коллективе я заметил, что со временем, ну да, первый месяц все хорошо, там, второй месяц более-менее. Но со временем, вы же понимаете, это работа, это какие-то отношения, накапливаются какие-то умолчанные проблемы. Человек на что-то обиделся, но не высказал. И потихоньку это плюс одна, плюс две, плюс три, плюс 4. И понимаете, накапливается, и в какой-то момент с людей начинает вот это говно лить. Я всегда говорю, что есть проблема, сядь сразу, встань, сядь, как ляжь, поговори и реши эту проблему, не оттягивать это на потом. Ну и в любом случае надо приспосабливаться к этому коллективу, хочешь не хочешь. Допустим, мне жалко терять эту работу, потому что она рядом с домом, здесь еще много чего делать и как бы мне удобно. Чем классно, что даже если сейчас дождь пойдет, то я себе спокойно работаю. Покажу вам, что там наверху получилось. Видите, это крыша изнутри. И, блин, вот я говорю, какие вот это вот спешить. Сейчас все эти дырки надо закрывать. Оно должно быть под верх. Это все было бы удобно делать, когда оно открыто было. Сейчас высота. Все. Надо все делать на корточках. Все это закрывать здесь. Все, блин, как-то нахуй через жопу. Все эти стены надо ремонтировать. Все это, блин, на корточках делать. Вот это все поднимать доверху. Что очень неудобно. Сделали дырку. Выход наверх. Ну, а это кто не видел, у меня тут истории с этими дождями, ливнями, они эту клеенку каждый день стелили, а тут ветры, дожди, все это посрывало. Он мне вечерами звонил, говорит, иди попробуй что-то сделать. Я говорю, а что сделаю, тут куча воды, это я даже не поднять не смогу, она все равно вся вовнутрь пойдет, он все позаливало, к другой бабе туда вниз затекло. Короче, тут интересно, весело было. Там были видео, кто смотрел, помнят, ну, вот такое все здесь было. Он говорит, подними там, слей, да, я говорю, сейчас. Ну и то, пару раз спасал его, там что-то прибивал ту по ночам клеенку. Ну, вот работы хорошо, и тоже, то есть много, и что хорошо, напомню для меня, что здесь мало специалистов. Такое, я говорю, все помощники, все мануалы, как по-итальянски они называются. Но опять же, одному хорошо, когда спокойно не гонят. Да вроде не гонят, но все-таки затянулась эта работа. Из-за дождей, из-за их организации, как всегда. Ну и сами люди, ни у кого нету интереса там что-то двигать вперед. Вот он пришел, ему главное, чтобы дали какую-то работу, и он будет колупаться. Ему насрать на ту скорость и на все. Главное, чтобы что-то делать ему дали. А мне дают работы, которые еще надо башкой думать. Ну вот тоже, кто не видел, вот такое вот состояние было. Тут мусора сколько вывезли. Я вам говорю, я не знаю, наверное, 10-15 камионов только всякой срани вывезли. Какая работка. Ну, а это румыны вот делают эту работу, уже заканчивают. Ну, или что, по одному никто ничего не делает. Всякую мелочь, блядь, все вдвоем. Ну вот, так вот продвигается крыша моя. Помню, цена ее около 60 тысяч евро. Ну, еще скажу, что за 60, за 70 можно такую квартирку купить, метров 50 квадратных. Ну, в убитом состоянии, ну, можно, если поискать. Кстати, насчет комментариев, там многие говорят, что это шаровая работа. Кстати, всю эту черепицу они ложили почему-то на пену. Не знаю, насколько это надежно.
какой-то силикон, пена. Я видел, что люди на цементный раствор ложат. Но эти так по-быстрому, не знаю, ну сколько хватит этой пены, ну сколько лет. Ну а за дерево один спросил, а что оно не сгниет, что положили так прямо на кирпичи. Ну, здесь каштан используется, а каштан приравнивается к дубу, так что он довольно водостойкий. Дубу пофиг, там влага и все такое. Опять же, повторюсь, что это все здесь контролируют архитекторы, и есть какой-то способ проверенный у них уже. Так что. Опять же, работа дорогая здесь в Италии, и они не шикуют, они делают, стараются всегда по минимуму, чтобы качество, чтобы... Ну, была какая-то основная работа, а все какие-то там понты, красоты, все уходит на второй план. Они более такие, как это назвать-то, практичные люди. Они не тратят лишние деньги, как у нас. Вот я же говорю, я с Черновцов сам. А там еще, когда базар работал на всю катушку, там люди все такие хоромы повыстраивали двухэтажные. А сейчас они не знают, что делать. Они еще не знали до войны, что с ними делать, потому что дети в них жить не хотят, поуезжали за границу. И вот мне кажется, что такой это пролет получился с этими домами. Ну и, кстати, сегодня, ну, мне многие вещи я не понимаю, я бы сделал по-своему как-то. Я просто всегда думаю логически. Делал, не делал, специалист, не специалист, но всегда есть какие-то основные правила. Там, если есть дырка, ее надо закрыть, скажем, не? Ну, вот вокруг труб этих почему-то они пооставляли дыры. Ну, поставили там это такую, типа, жидкой резины специальной. Ну, вот поэтому и спор получился. И он сегодня аж разозлился на меня, этот бригадир. Типа, я сказал делать так, а он сказал, чуть ли не сетку ставить с этой жидкой резиной в эти дыры. Я говорю, почему сначала не закидать раствором, а потом уже, когда оно будет плавный угол, замазать этой сеткой и с этой жидкой резиной. Короче, ты сказал тому, а тот обиделся, что сказал этот. Вот это вот я почему не терплю вот эти большие бригады. Начинается, тот сказал, этот сказал, а я это не говорил, а я сказал не так, и ну его нахер. Для меня всегда интересно, когда мне дают свободу действий, свободу мыслей. Ну, я не знаю, может, он сегодня просто не с той ноги встал. Но опять же, как я и говорил, что за несколько, или хотел сказать, не помню, за несколько месяцев, знаете, как бы накапливается такая напряженка в коллективе всегда. Что-то случилось, человек промолчал, второй раз, третий раз, и так накапливается такая копилка. Черный список такой. И в какой-то ситуации это все может выплеснуть. Поэтому я всегда говорю, что по любой мелочи надо общаться. Что тебе не нравится, почему не нравится, доказывать что-то друг другу. И тогда все становится более-менее по местам. Ну, конечно, бывают какие-то упертые дебилы, что там просто, опять же, хоть или уходи, или просто тупо молчи. Дайте мне работу. У меня всегда такой принцип. Я могу работать один. Я не боюсь этого, я умею один работать. Дайте мне работу, дайте мне зарплату. Я срать хотел на весь ваш коллектив, вы там хоть глотку себе перегрызите. Но, кстати, вот эти ошибка начальников, что они воспитывают так бригаду, и каждый приходит, чтобы день только отбыть, и все. Ну, вот так вот они мне помогли. Они мне на крышу закинули эти трубы. Это канна фумария называется по-итальянски, не знаю как. Ну, это что, дымоходы. О. На крышу закинули, а дальше таскай сам все. Сука, вы, пену вдвоем, задуваете. А я должен один таскать эти херни, Да ничего, для меня лишний раз палестра, спортзал, и мне это в кайф. А то, что обидно, знаете, обидно первый год, второй, 10 лет, а потом уже насрать вообще привыкаешь. И все идет как по маслу, как на войне. Тут подходит идеально поговорка. Все, что нас не убивает, делает сильней. Эти мудаки, ошиблись, вырезали построили эту хрень, и она, видите, попадает прямо на эту трубу. Теперь надо что-то мудрить. И тоже такая вот фигня интересная. Ну, кстати, спор был за этот угол, что я вам рассказывал. Эту жидкую резину туда ставили. Ну, не жидкая резина, а более серьезная там какая-то такая, типа
этого. Так вот, мы закончим эту крышу, а видите, рядом дом, фасад вот этот боковой, и с другой стороны. Мы его вот так вот и оставляем. Если уже люди на крыше, все, ну там дайте пару рублей людям, они его подштукатурят, покрасят, да и уже будет какой-то вид. Не, ни хера. Вот так вот этот соседний дом будет полуразрушенный, стоять еще не знаю сколько лет. А вот когда уже придут его делать, тогда они залезут сюда и будут красить уже эту стену. Ну, дурка, как по мне, немного. Даже мне бы дали, блин, какие-то 200, 3, блин. Ну, 3, я бы вам за день, за два, блин, замазал бы это все красиво. Вообще, сама эта бригада, где я работаю, ну, нельзя сказать, что они здесь хреновые люди. Все-таки мне помогают там, ну, по возможности. Если им дадут какое-то задание, то им пофиг на меня. А так, если я что-то попрошу, то ничего такого. Всегда с удовольствием помогают. А вот соседние бригады, как сейчас позвали фасад, то это уже другие люди. Опять же там румыны, опять у меня уже начинаются потихоньку истории с ними. Вот тема о румынах. Это мне надо было 3 эти штуки поднять наверх. Они тяжелые. И здесь работают, фасад делают опять румыны, другая бригада. Я говорю, 1 минуту, подойди, помоги мне поднять. Не-не-не. Не-не-не-не. Я уверен, что рано или поздно он меня тоже о чем-то попросит, ему нужна будет помощь. Ну я так. Либо ты за 1 минуту можешь себе такого корефана найти, либо, ну, не врага, но безразличного человека. А тут Рим такой маленький, тут даже можно и встретиться, и что-то нужно будет. Но у меня такие принципы, жесткие. Еще один случай вспомнил. Работаю с одним, по-моему, албанесом был. Ну. Работаем внутри квартиры. Квартира большая, я где-то там далеко. А он работает возле входа, возле двери. Ну и что так кто-то 1 раз пришел, 2 раз пришел. Дверь закрыта, надо выходить открывать. Он, блин, 2 раза вышел, открыл. Слышу, кто-то стучит опять. А я далеко слышу стук. Я говорю, что ты не открываешь? Говорит, так я уже 2 раза открывал. Говорю, что я каждый раз буду открывать? У меня такие уроды есть, блин, попадаются. Они по жизни уроды, но они устраиваются на стройку, в коллектив, а они не умеют в коллективе работать. Все, такие люди для меня умирают. Рабочие, нерабочие, все, ты для меня чмо, блин. То есть я очень быстро людей вычисляю. Там 1 раз он заговнился, 2 раз, 3, все. А я уже понимаю, что только от него ничего хорошего ждать не придется, только какие-то гадости. И уже надо быть с ним на стреме. А еще лучше вообще подальше от него быть. Потому что вообще уже тоже по опыту, какой бы вы ни были супер человек, супер рабочий, если кто-то захочет вас сгноить и уволить или подставить, он это сделает легко. Это настолько, тут все важно уже, конечно, от начальника, от бригадира, настолько, насколько тот умный. Но люди все тупые, вам честно говорю. Вот когда касается человеческих отношений, если на вас будут капать каждый день там по чуть-чуть, рано или поздно начальника достанут, что он сам, не зная почему, изменит и к вам отношения, и все такое. Вот почему я не люблю и боюсь этих всегда больших бригадных. А чтобы попались там 3 человека и все такие супер пацаны, такого, ну, это вообще нереально. Здесь вообще своеобразные люди за границей. Они все хитро сделанные, они тут такие крученые. Нормального, простого чела невозможно. Я иногда очень легко, быстро определял, вот когда человек буквально 1 месяц здесь, или там полгода. Это люди улыбчивые, ну, скажем, когда не было войны. Они вообще другие. Здесь за 10-15 лет людей так меняет жизнь, что это вы даже не представляете. Это даже никто и не замечает. Они все становятся какие-то озабоченные, сумные, такие, это самое. А вот новые, когда приезжают, в них еще какая-то свежесть такая чувствуется, неубитость этой жизнью. Так что, как бы я вам ни говорил, что здесь хорошо, но много своих проблем и сложностей. Люди сами потихоньку к ним привыкают, но не замечают, что мы меняемся здесь
тоже в худшую сторону. Но я держусь, нет, я стараюсь это все понимать. И мне главное, чтобы был напарник там хотя бы один-два человеческий. Все, мне больше ничего не надо. Одно всегда радует, и оно никуда не девается, это красоты Италии. Немного все успокаивает, особенно с такими видами, когда работаешь. И вообще я так получаю удовольствие, когда уже работа заканчивается, когда что-то видно. Ну, потому и больше люблю шпаклевать и красить, а не вот это вот закидывание этой штукатуркой дыр. В общем-то, сам процесс несложный, легко работать. Плохо, что все это тяжелое. Этих полно мешков по 20 килограмм. Это все мешать, разводить, таскать, подносить. Это вечные тяжести. Со шпаклевкой намного проще и легче. Не так устаешь. И здесь очень важно, когда у тебя есть помощник. Ты стоишь, только штукатуришь, и тебе приносят, правильно? А у меня такого нету. Сейчас закончится раствор, иду опять разводить, опять тащу сам сюда. Ну, тише едешь, дальше будет, и будешь, или как там говорят, солдат спит, служба идет. То есть процесс движется, главное, чтобы зарплату платили. Кстати, уже давно хотел сказать вот тем, кто собирается приехать сейчас, начинать вот этот переезд, очень непросто будет, предупреждаю, потому что никто вам больших денег не даст без языка, без опыта, и будете получать зарплату, как я 15 лет назад. А так как цены уже подорожали фактически с того времени в 2 раза, то этих денег будет хватать только на пожрать. Хотя на пожрать. У меня тут тоже были пацаны, помню, приезжали, ну так, на заработки просто. Так они ели то фасоль целыми на обед каждый день, то морковку какую-то, то... Ну, экономили как могли. Ну, понятно, что так год-два можно поэкономить. Но так, если жить, то это стрёмно. Ну и, как всегда, благодарю всех подписчиков новых. Подписывайтесь на канал. Если что не так, извиняйте, поймите, мне тоже, во-первых, тоже, конечно, начинающий я такой режиссер, так сказать, и работать, и снимать, все это непросто, но понемногу учусь, и я думаю, что получается. Так что дальше будет интереснее, будут новые работы, новые рассказы, ну, как бы я вам это все буду действительно изнутри рассказывать, как что происходит. Ставьте лайки, потому что это тоже для этого Ютуба надо, так он видит, что интересно. Ну, я знаю, я понимаю, что вас задалбливаются с этими лайками, но я иногда сам просто забываю. Смотришь видео, оно уже баг закончилось, уже что-то пошло другое, особенно если по телевизору. Думаешь, блин, хотел лайк поставить, так хер с ним. Ну, поэтому не забывайте. Всем спасибо за просмотр. До новых встреч на канале. Пока. Всем удачи, мира и добра.